Друзья, всем привет! Меня зовут Овчинников Кирилл, и вы на канале компании ОК-Авто. Сегодня я вам расскажу про топ лучших автомобилей за 700 тысяч рублей. Да, 700 тысяч рублей – это очень интересный бюджет и достаточно очень популярный на вторичном рынке. Связан он с тем, что за 700 тысяч рублей вы можете купить много автомобилей. То есть много автомобилей в каком смысле? Можно купить автомобиль простой Б-класса, можно купить джип, кроссовер, премиальный автомобиль D, C-класс. Достаточно большой выбор автомобилей за эти деньги, и поэтому тут надо подойти к выбору автомобиля с позиции: а действительно ли мне нужен автомобиль того или иного класса под мои задачи? Может быть, проще взять автомобиль Шкода Rapid, который будет удовлетворять полностью нашими задачами и будет максимально свежим, с минимальным пробегом и в максимально идеальном состоянии для этого бюджета. Итак, начнем мы как раз таки с этого класса автомобилей. Это B-класс, это бюджет 700 тысяч рублей. И что можно купить? Шкода Rapid, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris. Я предлагаю рассмотреть эти варианты за 700 тысяч. Что мы можем купить? 17-18 год с пробегом 1000 до 60, и машина будет практически в идеальном состоянии. Минимум дефектов по кузову, минимум нареканий по технике, один собственник и хорошая комплектация. Про комплектации. Шкода Rapid, Volkswagen Polo могут порадовать обогревами, климатом, регулировками, мультимедиа, камера, парктроники, ксенон, литье. Двигатель 1.4 турбо в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG. Либо 1.6 на механике с автоматом. Достаточно большой выбор двигателей, набор комплектаций. То есть вы за 700 тысяч рублей можете купить отличный автомобиль. Если говорить про Rapid, то это будет еще очень большой багажник, вместительный и с удобной погрузкой. Что касается Rio и Solaris, это также будет максимально свежий автомобиль, которому будет 1-2 года, 17-18 год, 2-3 года точнее уже. И, соответственно, это будет максимально высокая комплектация, климат, пакет зимний с подогревом лобового, руля, сидений, зеркал, всего только чего только можно. Соответственно, климат, громкая связь, Bluetooth, двигатель 1.4 атмосферный. Турбовых движков Rio и Solaris не предлагают. И 1.4 на механике, либо на автомате атмосферный, 1.6 атмосферный, механика, автомат. Также будет автомобиль максимально свежий, с минимальным пробегом. На этом мы закончим рассказ про автомобили B-класса. Я предлагаю перейти к автомобилям чуть повыше класса, чуть постарше, но также в отличном состоянии. Я хочу вам рассказать про автомобили C-класса. Это достаточно большой класс автомобилей, в котором у нас много моделей, которые можно рассмотреть. Хочу я вам начать свой рассказ с автомобиля Ford Focus 3 в кузове рестайлинг. Можно рассмотреть автомобиль с двигателем 1.5 турбо и коробкой автомат. Да, у них только с этим движком ставился полноценный автомат. Что касается 1.6, то предлагаю его рассматривать только с механикой. Машина будет за 700 тысяч, 15, 16, навряд ли 17, но можно пробовать. Года с небольшим пробегом до 90-100 тысяч километров и также в отличном состоянии. Хочу рассказать про наших любимых японцев. Honda Civic 9 поколения, 12-13 год с пробегом до 120-130 тысяч километров. Наш любимый 1.8 на автомате и, может быть, даже от одного собственника. Да, этих машин не так много на рынке, поэтому
искать только живой Civic непросто и иногда не быстро. Дальше. За 700 тысяч рублей можно рассмотреть из японцев Mazda 3B. 13-14 год выпуска с пробегом 1120. 1.5, 1.6 атмосферные движки с автоматом либо с механикой. Хорошие комплектации с ксеноном, мультимедиа, двухзонный климат, подогревы, парктроники, камера, по-моему, не штатно только может устанавливаться. Литье, интересный внешний вид. Машина очень ликвидна на вторичном рынке и действительно за идеальное состояние придется отдать почти 800 тысяч рублей. Но Mazda также не очень много на вторичном рынке. Дальше я вам хочу рассказать про Skoda Octavia, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf 7. Volkswagen Golf 7 будет 12, 13, 14 года выпуска. С двигателем я бы рекомендовал рассмотреть 1.4 либо 1.6. Идут с роботом 7-ступенчатая DSG. 1.2 крайне не рекомендую, потому что ликвидность — это не его сильная сторона на вторичке. И к вопросу о ресурсности, ну, такое себе. 1.4, 1.6. 1.6 атмосферный BSE, надежный, проверенный временем двигатель. По комплектациям, скорее всего, стоит рассчитывать на что-то простое, потому что здесь придется искать живой по-настоящему автомобиль. В максималке 1.4 в отличном состоянии с минимальным пробегом там 1070-80 будьте готовы выложить 800 плюс тысяч рублей. Дальше Volkswagen Jetta 1.4 и 1.6. 1.4 турбовый, 1.6 BSE атмосферный, 1.4 с роботом, 1.6 с автоматом. Jetta будет 14, 15, может быть даже 16 года, это рестайлинг. В хорошей комплектации с пробегом 1080-90 это будет обслуженный, действительно хороший добротный автомобиль за 700 тысяч рублей. 700 для Jetta это действительно отличный хороший бюджет. Если мы говорим про Skoda Octavia. Skoda Octavia в кузове А7 выпускалась с конца 13-го, ну, как правило, в России уже модели идут 14-го года выпуска. И тут у нас есть целая гамма двигателей. 1.2 турбо, 1.4 турбо, 1.8 турбо. Акцент из них я бы вам советовал сделать либо на 1.4, либо на 1.8. Все они идут либо с DSG, либо с механикой. Также у нас есть вариант купить на атмосферном движке 1.6 и на полноценном автомате. Но тут будьте внимательны, эти модели с этими двигателями очень были востребованы и по сей день очень востребованы для использования в каких-то коммерческих целях, ну и, соответственно, в такси. За 700 тысяч рублей будет машина с пробегом 1120-130 в средней, либо ближе к пустой комплектации. Если вы хотите взять машину свежую, года 15-16, с пробегом 1070-80 в хорошей комплектации, готовьте также 800 тысяч рублей. Очень популярный автомобиль – это Toyota Corolla. За 700 тысяч рублей что можно купить? Тут у нас есть два варианта. Можно рассмотреть 10-е поколение, либо 11-е поколение. 10-е поколение можно взять в офигенном состоянии 2013 года в максималке с пробегом 1000 до 80, 1.6 на полноценном автомате за 650-700 тысяч рублей от 1-2 собственников. Ну, действительно свежий, хороший, обслуженный автомобиль. Если мы говорим про 11-е поколение, либо механика, либо вариатор. Автомата, к сожалению, нету, но при этом также вариатор достаточно неплохо себя показывает, и на вариаторе 1.6 11 поколения можно взять года 15 с пробегом 1000 до 90 до 100 действительно в хорошем состоянии. Следующим претендентом на покупку в нашем бюджете это будет наш любимый, ну, либо нелюбимый для кого-то, потому что, как правило, корейцев либо
либо ими восхищаются, либо на них ездят и радуются, либо их не понимают. Kia Ceed, Kia Cerato и Hyundai Elantra. Это 3 автомобиля, которые будут действительно в очень хорошем состоянии за 700 тысяч рублей. Это 13, 14, 15 года выпуска. Тут все зависит от комплектации. То есть машина чуть постарше, комплектация может быть максималкой. А, кстати говоря, Ceed с автопарковкой, с панорамой, люком, с ксеноном, с литьем 17-м. Подогревы заднего дивана, круиз, климат, Bluetooth, подогревы руля и так далее. То есть там просто самый жир возможен. Это Kia Ceed 1.6 на автомате, либо на механике. За 700 тысяч рублей с пробегом тысяч, наверное, 90-110. Kia Cerato на балке. Комплектации даже максималка, она чуть попроще, но зато можно взять с двигателем 2-литровым на 6-ступенчатом автомате. Это достаточно динамичный, также надежный автомобиль. Климат, круиз, громкая связь, Bluetooth, подогрев заднего дивана, диодная оптика, ксенон, 17-е колеса также возможно, без люка, без панорамы, в хорошем состоянии с пробегом 1000 до 110-120, если мы говорим про максималку. Если комплектация попроще, то, соответственно, с пробегом 1080 года 13-14 реально взять. Дальше Hyundai Elantra. Их не так много на рынке, поэтому делать акцент только на Elantra, наверное, будет не совсем правильным, либо поиск будет длиться месяц-два. 14-15, навряд ли 16 год выпуска с пробегом 1080-100, 1.6, 1.8 в отличном состоянии, это рестайлинг. Машина будет хорошая, обслуженная, может быть даже в родном окрасе. Комплектации чуть похуже, чем у Cerato и, естественно, у Ceed, но также климат, подогрев руля, сидений, круиз, Bluetooth, все самые необходимые опции также имеются. Ребят, я решил разделить наш выпуск в бюджете за 700 тысяч рублей на 2 части, поэтому это была первая часть. Во второй части я вам расскажу про более премиальные автомобили, это D-класс и выше, и расскажу про какие кроссоверы можно купить за 700 тысяч рублей и какое предложение будет самым интересным и выгодным с целью покупки и дальнейшей продажи через год-два. С вами был Овчинников Кирилл, компания ОК Авто. Всем пока!